Как в любой стране мира. Ребята, в России все то же самое. В этом плане Филиппины очень классная страна. Так, вот я этого видеть в своем дайв-центре не хочу. Ты заплатишь, достаточно дорого за это, и это нужно доставать. Когда два дебила — это сила. И работать, пахать, как папа Карло. Каждый день. Ты живешь в раю, наслаждайся. Конфуций сказал: найди себе дело по душе, и тебе не придется работать ни дня в своей жизни. Герой этого выпуска смог превратить любимое хобби в успешное дело. В этом видео он расскажет про иммиграцию, бизнес и мошенников. Всем привет из Филиппин! В этом видео я пообщался с Николаем, с управляющим и совладельцем русскоговорящего дайв-центра здесь, на острове Панглао. Когда-то давно, 7 лет назад, он переехал на Филиппины из Челябинска, открыл свое дело и на протяжении 7 лет успешно им занимается. Я думаю, его история будет для вас интересной. Ребят, с Николаем я познакомился только что, мы не договаривались, никак не планировали эту встречу. Это чисто экспромт, поэтому не обессудьте, если вопросы будут немножко сумбурные. Расскажи, пожалуйста, о себе и чем ты занимался до Филиппин. Я инструктор по дайвингу, управляющий дайв-центром и его в том числе собственник. До Филиппин я занимался тем же самым. У меня был свой дайв-центр в Челябинске, 17 лет. И я организовывал группы, фрахтовал корабли, организовывал путешествия, дайв-путешествия по всему миру. Учил людей также. Ныряли на озерах и ныряли по всему миру. В общем, это основная моя профессия, я занимаюсь 25 лет. А в Челябинске тоже развита дайв-тема? Сейчас уже не так сильно, но было 4 дайв-центра в Челябинске, которые 1 200 000 жителей, и это для Челябинска это много. Край озер, 3500 озер. И это было, в общем, достаточно конкурентная среда, было интересно. В каком году ты переехал на Филиппины? В 2017 году мы купили Tropical Divers, и я переехал сюда. Вы сразу переехали сюда заниматься бизнесом? Не было какого-то периода, что ты путешествовал, раздумывал? Было 3 поездки на Филиппины, которые организовал, набрал группы, провел, то есть как дайв-лидер, собрал дайверов. То есть это происходит таким образом, что я связывался с дайв-центрами, договаривался с дайв-программой и набирал людей, там 15, 20, 25 человек. И мы приезжали сюда, приезжали на Миндоро нырять. Последний раз я приехал сюда на Панглао, мне здесь очень понравилось. И тогда уже я понимал, что нужно менять локацию. Но так как я ничего в жизни, кроме нырять и учить людей, не умею, это основная моя профессия. И да, в общем, мы решили со своими друзьями открыть здесь дайв-центр. Ты приехал сюда на Филиппины навсегда? Либо это был какой-то план попробовать, заняться бизнесом, пойдет, не пойдет, и вернуться. Был ли у тебя план вернуться? Либо ты уже знал, что ты едешь уже с концами? И, в общем, если честно, во-первых, эмиграция — это страшное дело. Это не каждый человек на это решится, тем более у меня 2 детей. У меня семья, жена, 2 детей. Младший тогда было 1,5 года. Конечно, типа 5-10 лет, и, конечно, мы, наверное, продадим дайв-центр, и, наверное, я куда-нибудь дальше двигалась, но уже через год я понимал, что в Россию я уже вряд ли вернусь. Первые полгода я уехал сначала один сюда, налаживали бизнес. То есть, когда я понял, что бизнес приносит нормальные деньги, я могу содержать свою семью, я перевез сюда своих детей и жену, естественно, и уже все, в общем, как жили, так и живем. У тебя есть опыт жизни где-то в других странах? Это первый опыт моей жизни, вот такой, в общем, я считаю, что успешный. Расскажи, пожалуйста, где мы сейчас находимся? Мы находимся в регионе, Висайский регион. Это остров Панглао, маленький небольшой остров. Километров 14 в длину, километров 3 в ширину, может, 3,5. Он соединен 2 мостами с большим островом, с островом Бахол. Мы находимся на Панглао, в его административной части Панглао, потому что сам остров, хоть и называется Панглао, но он административно делится на 2 вещи, на само Панглао и на Дауис. Мы находимся в Панглао, это как раз где Алона-Бич, где самый туристический бережняк, где самая тусовка, хотя я бы не назвал, самая дайверская, наверное, тусовка. Ты знаешь, по сравнению с другими местами, где я был на Филиппинах, на Алона-Биче достаточно тусовочно. Я не был на Боракае, не был на Палаване, но здесь, по сравнению с Думагети, достаточно движово, потому что Думагети — это пенсионерский город. Ты чувствуешь себя там стариком. Я там не был, но, в общем, у меня много друзей там было, естественно. На Филиппинах есть одна большая проблема. Здесь либо это цивилизация, типа Себу агломерация, либо Манила агломерация, где прям цивилизация, которой сильно-то не хочется. Либо это дичайшая, красивейшая природа. И, пожалуй, только Панглао сочетает наличие цивилизации, причем нормальной туристической цивилизации, и классной природы. Наверное, только это место, потому что, из тех мест, где я был, это либо одно, либо другое.
Давай поговорим про Dive Resort. Что это, какие люди здесь собираются, какие услуги он оказывает, и вот про вас, про владельца. Ну, смотрите, что есть Dive Resort, дайв-центр. Да. Смотри, я очень далекий человек от дайвинга, я никогда не нырял, понятия не имею, что это такое. Я максимум там как поплавок, снорклингом поболтался. Все нормально, да, это нормальное явление. Значит, что из себя представляет дайв-центр? Это место, куда может прийти любой человек, если он здоров, не имеет противопоказаний к дайвингу, с ним проводится какой-то брифинг, ему рассказывается, подписываются бумаги, и с ним инструктора производят занятия, пробное погружение, к примеру. Мы занимаемся в бассейне 15-20 минут, потом идем в море и ныряем в море. Уже человек ныряет почти свободно. Единственное, что инструктор или дайв-мастер его держит за ручку, и они ныряют, видят красоты подводного мира. У человека может быть никакого опыта. Вообще абсолютно никакого опыта. И это нормально, все приходят в дайвинг, когда-то приходили в дайвинг, и у них не было никакого опыта. Вот. Можно прийти, вот как сейчас сегодня девочка пришла, у нее никакого опыта в дайвинге нет, но она решила, что она хочет сразу учиться, она пришла и сразу пошла на курс. Сегодня мы 1,5 часа плюхались в бассейне, отлично все закончили первый сет упражнений в бассейне, будет еще один сет, и потом будет 4 дайва в океане, но это уже другой режим погружения, это уже дайвер самостоятельно принимает решения, управляет своей плавучестью, он сам плывет самостоятельно, с подсказками инструктора, но без помощи уже. И после окончания этого курса он еще читает теоретический курс, учебник, тогда он уже получает сертификат как водительские права. Первая ступенька — это open water diver, пловец открытой воды. До 18 метров со своим напарником можно нырять в любой точке мира. И приходите в любой дайв-центр, показывать: у меня есть сертификат, я хочу, что вы мне можете предложить? И дайв-центр уже предлагает какие-то места погружения. То есть по завершению курса человек получает этот самый сертификат, с которым он может дайвить на разных спотах и в разных местах. Да, в любой точке мира. А какие люди сюда приходят? Это русскоязычные люди, либо люди со всех стран мира? Так как мы говорим по-русски, хоть у нас и англоязычные инструктора есть, у нас в основном процентов, наверное, 70 — это русскоязычный сектор. Это не обязательно русские люди, это и со всех стран, которые говорят по-русски, плюс еще огромное количество людей сейчас, которые эмигрировали из России. Вот, это новый рынок, который для нас открылся, удивительно. В этом году он пошел. Вот. Люди едут с Китая, с Вьетнама, с Камбоджи, со всей Юго-Восточной Азии сюда к нам учиться. Из нерусскоязычных к нам приезжают группы дайверов, обученных дайверов из Японии, из Китая, из Тайваня, из Германии, из Эстонии, Латвии. Вполне себе прекрасно себя ощущают, потому что инструктора, дайв-мастера под водой говорят на всех языках мира. Там общаются жестами, поэтому это все понятно всем. И вообще считаю, что дайвинг должен объединять. Инструктора — это местные филиппинцы, либо наши русскоговорящие ребята тоже? Инструктора — это и филиппинцы англоязычные, и филиппиноязычные, потому что приходят и филиппинцы учатся тоже. Это наши русские парни, как я, например, я инструктор, я говорю по-русски, и по-английски я не учу, моего английского, я считаю, недостаточно, я еще стесняюсь его. Хотя, в принципе, в быту мне очень хватает его. А есть англоязычные русские парни тоже, которые приходят к нам на фриланс. Те русскоязычные инструктора, которые тут работают, они по большей части фрилансеры? Да, русскоязычные, кроме меня, все фрилансеры, да. Что значит фрилансер-инструктор? Как это вообще происходит? И сколько человек может заработать, придя поработать фрилансером у тебя? Человек проходит, как любитель, приходит в дайвинг, учится на open water, я говорил об этом, потом дальше повышает свою квалификацию и доходит до профессиональных ступеней. Первая ступень — это дайв-мастер, это подводный гид под водой. Он не имеет права учить, он может ассистировать инструктору при обучении, но учить непосредственно не может. Дальше он учится еще выше и получает статус инструктора. Это международный статус. Он может приехать в любую точку мира, прийти в любой дайв-центр и сказать: ребят, я вот такой человек, у меня такие-то скиллсы, я умею говорить на немецком, на английском, на русском. Я хотел бы у вас поработать, если я притащу к вам студентов учить, сколько моя зарплата будет с каждого студента. И в разных странах это по-разному, в разных дайв-центрах это по-разному. Таким образом называется фриланс, то есть на фрилансе. И он оставляет свои контакты, он может в баре подцепить парня, или девушку, которая захочет учиться, и притащить его в дайв-центр научить. А может, так как он есть в записи, к нему приходит, например, семейная пара русскоязычных, а учиться лучше на своем языке. И говорят: нам обучиться, а у них нету в стафе русскоязычного инструктора. И тогда они звонят этому Антону, к примеру. Антон, к нам приехала семейная пара, хотят обучиться, завтра в 9 часов начало занятий.
то окей, он приезжает и учит их. То есть фрилансеры, русскоязычные фрилансеры, которые у тебя работали какое-то время, они притаскивали своих клиентов сюда? Далеко не всегда. Ну вот сегодня, например, я привлек фрилансера Антона, потому что у меня 2 студента уже есть. Я начал сегодня, и сегодня я отнырялся, после бассейна вышел, и сегодня парень делал пробное погружение, о котором я рассказывал ранее, и он после пробного погружения дождался меня из бассейна и говорит: слушай, я хочу учиться тоже. Я говорю: слушай, ну у меня уже вот... Я уже не могу взять 3-го студента, потому что мы уже на шаг вперед ушли. Давай я приглашу Антона, Антон возьмет тебя с самого начала и будет вести тебя. Окей. Все, я позвоню Антону, Антон приезжает завтра и начинает в 9 утра учить человека. Вот это и есть тоже фриланс. Ему нужно ждать, пока я закончу курс с этими людьми, только потом я могу начать. Он не может ждать. Ну, то есть есть такая вещь, как клиентоориентированность. Поэтому мы стараемся делать таким образом, чтобы когда нужно, тогда люди и учились. Мы можем в цифрах назвать, сколько фрилансер с одного студента может заработать? У нас в районе 5000 песо, ну, в районе $100. По завершении курса? Да. А сколько длится курс? Курс длится 4 дня, ну, 3-4 дня, обычно 4 дня. Вот. В него входит учебник теоретический, в него входит 4 погружения в открытой воде и, там, как правило, 1 или 2 занятия в бассейне. Стоимость обучения 19 000 песо у нас. Из них вот $100, это 5500 получает инструктор, который обучающий. Это его зарплата. Причем это неважно, фрилансер он или я буду учить, как хозяин дайв-центра. Одинаковая комиссия у всех. Или филиппинский инструктор наш будет учить, а у него одинаковая будет зарплата. Николай, расскажи, пожалуйста, сколько ты зарабатываешь, работая здесь управляющим, и сколько зарабатывает твой стаф? Какие у них зарплаты? Ну, смотрите, так как я управляющий, у меня есть оклад. То же самое у моих работников есть оклад. Это базовая зарплата, которая неважно, работает человек, ныряет человек или не ныряет. Она зависит от твоей квалификации, чем ты занимаешься. У меня оклад порядка $1000. У стафа оклад от $300 в месяц. Потом идет сдельная работа. То есть, например, у ботмана сдельной работы нет. У него есть оклад, это ботман, это матрос на лодке, который принеси, подай, там якорь выкини, лодку припаркуй, короче, вот эти вещи все. У дайв-мастеров, это профессиональные ребята, которые профессионалы в дайвинге, у них уже оклад плюс сдельная работа. То есть с каждого дайва он получает порядка 500 песо. То есть это там $10, грубо $10. Вот. Больше людей с ним ныряет, он получает больше зарплат. Больше дайвов, больше зарплаты. В принципе, ребята в сезон, когда идет большой поток, зарабатывают, ну, в районе $1000-1500. По филиппинским меркам это охрененная зарплата. И, в общем, считается в местных пенатах, это считается очень, ну, обеспеченные ребята. Вот. Но, правда, пашут они как пони. У вас еще лодка своя есть? У нас 2 спидбота своих. Один поменьше 6-метровый, один большой 9-метровый. Там есть капитаны тоже, у них зарплата побольше. Ну, вот, потому что у них тоже нездельная работа, у них оклад, и все. Моя зарплата, ну, я уже говорил, какая. То есть у меня, как у инструктора, квалификация выше, я получаю больше комиссию, естественно, с обучения и больше возможностей заработать. Но расценки, что у меня, что у приходящего инструктора, что у филиппинского инструктора, который у нас работает, они одинаковые. Твоя супруга чем-то занимается здесь? Да. Моя супруга работает, можно сказать, на 2 работах. Одна удаленно, она работает на российском рынке. Вот. А вторая работа, она работает у нас с маркетингом, в дайв-центре занимается. А живете вы прямо здесь? Ну, не прямо здесь, мы живем на Панглау, но ближе к Тагбиларану, потому что в Тагбиларане есть международная школа, Бахоу Wisdom School, и там учатся мои дети. Поэтому мы живем там, ну, иначе мы раньше жили на Алоне, но это просто кошмар для детей. Им нужно вставать в 5 утра, чтобы к 7 утра добраться до школы. Вы арендуете жилье? Да, я арендую жилье. Я арендую большой дом за $300, плюс коммунальные платежи. А под какой визой вы живете? Рабочая виза. У вас working permit. Я не в курсе. Его надо периодически продлевать, либо он постоянно? Нет, раз в 3 года, виза дается на 3 года, и раз в 3 года ты продлеваешь. То есть у тебя прямо на working permit написано, где ты работаешь, к чему ты привязан. Если ты оттуда увольняешься, то, по идее, теоретически твой working permit, он может быть аннулирован. Есть разные варианты легализации. Кстати, об этом уже есть ролик на канале про разные визы и разные условия легализации. Этот вопрос я уже изучал. Вы с семьей здесь живете уже 7 лет. 7 лет, да. Как вообще изменилось твое восприятие Филиппин после того, как ты приехал, и вот спустя 7 лет? Ну, я бы сказал, что оно только улучшилось.
Но это на самом деле стадия миграции, то есть стадия мигранта. Сначала ты напуган. На самом деле, как бы кто ни говорил. Любая стадия отрицания, принятия. У любого мигранта такие же все стадии. Абсолютно верно. И здесь все через это я прошел. И агрессия была, и всяко было. То есть сейчас ты живешь на расслабоне, ментально, скажем так. Да, физически упахиваешься на работе. Но при этом, не знаю, у меня никакого желания отсюда пока уезжать нет, потому что у меня есть желание расширяться и только увеличивать свой бизнес. Вот. Для этого есть большие планы. Вот. Мы их будем осуществлять. Остров Панглау снискал такую славу, как, наверное, здесь самое большое русскоговорящее комьюнити на Филиппинах. Все новости каких-то русских экспатов, они уходят отсюда. Какие-то скандалы и драмы тоже были отсюда. Кого-то обвинили в мошенничестве, кто-то с кем-то там пытался построить отель, не смогли его поделить. Как ты думаешь, почему вот у острова Панглау такая вот слава достаточно дурная? Я тоже думал об этом, но насколько это дурная слава, я не знаю. Мне судить, я внутри нахожусь в этой ситуации, вам снаружи это виднее. Но ты приехал 7 лет назад. Наверное, 7 лет назад этого не ощущалось. 7 лет назад здесь в низкий сезон жило, наверное, 15 человек русскоязычных. До ковида здесь уже, наверное, человек 300 жило в низкий сезон, а в высокий, может, и 1000. Очень много. Чтобы переезжать в чужую страну, да, и заниматься каким-то бизнесом, нужно иметь все-таки авантюрный склад характера. А так как это комьюнити достаточно сжатое, то здесь ссор из избы выносится только в путь. Да, это все выпячивается, это вот выпячивается таким образом, да. На любом курорте есть жулики. Почитайте форумы по Пхукету, и вы просто увидите то же самое, только еще в Кубе. Вот, потому что больше емкость, больше денег. Вот, и все та же самая история. И жулики были, и есть. Вот, и они будут. И успешные есть, и будут. Просто успешные, как правило. Я человек публичный по роду своей профессии. А так здесь огромное количество, ну, я знаю, по крайней мере, достаточное количество людей, которые весьма успешны. Они просто зачем им куда-то там в форумах сидеть? Зачем им вот это все? Они спокойненько живут себе, наслаждаются жизнью, и все у них хорошо. Почему такая слава? Ну, это... Господи, ну это пиар в том числе. Черный пиар тоже пиар. Да? Ну, потому что обманутые дольщики там или вкладчики пишут об этом. Одну проблему мы, слава богу, решили. Вот, самую массовую такую. Это же товарищ Ингвар. Вот это вот все. Товарищ Ингвар была проблема острова Панглау? Ну, я считаю, что да. В определенный момент она стала проблемой. Мы ее, слава богу, совместно решили с филиппинскими властями. Расскажешь подробнее? Да, могу рассказать. Ингвар — это один из самых первых блогеров. Ну, не один из самых первых, но когда 5 лет назад я готовился к переезду на Филиппины, и в Ютубе я набрал Филиппины, то у меня там вылезло 3 блогера. Это Алекс Сибу, это Ингвар, и это был еще там Рома Йога. Рому Йога я и знаю. Рома Йога уже отсюда уехал, он живет в Таиланде. Алекс Сибу по-прежнему здесь. Я ему писал, но он отказался со мной встречаться. А с Ингваром была интересная история. То есть его обвинили в мошенничестве, его обвинили в том, что он жил не по своему паспорту, и теперь никто не знает, где он находится. Ну, наверное, где-то на острове Бахол, на Большом. Да, он находится на Бахоле, в общем-то, все. Я знаю, где он находится. Как эта история коснулась тебя, и как ты участвовал? Ты сказал, мы его там победили, эту историю мы решили. Схема простая. То есть он раскрутил YouTube-канал и начал просто там: ребята, покупаем землю, на мою жену оформляем, все ништяк. Ну, тоже классно же, что. Вот. В результате люди ничего не получают. То есть, вот, там, или там биткоины. Мы делаем биткоины, майнинговую ферму на Филиппинах при этой стоимости электричества. Что, скидываемся деньгами, вот. То они лодку строят из говна и палок, которая потом случайно ломается в шторм. Ну, извините, не шмогла. И таких проектов, то они там, господи... Кафе у них. Кафе, да, которое было на чужие деньги построено, и потом инвестор приехал, набил не Ингвару, а там его напарнику таблоид. Много историй было. Он там реально человек-аферист просто. Вот, ну, по жизни, причем, если вы историю посмотрите. Он производит впечатление такого Остапа Бендера. Да, это реально Остап Бендер прям. И все было бы нормально, потому что я не собираюсь бороться с ветряными мельницами. Это вообще, ну, как бы глупая затея, мягко говоря. В ковид просто был пост на Фейсбуке про пенсионера Сергея, который здесь застрял. Вот, и он поселился у Ингвара. Он там бабкой приживалкой у них жил. И типа, спасите парня, он там погибает. Ну, в результате выяснилось, что они у него забрали карту, по которой он пенсию получал. И уже, в общем, карты ему не отдавали.
То есть некий пенсионер приехал на Филиппины и застрял вот в этом... Да, вот в этом пиздеце. У меня семья тогда уехала в Россию, и у меня пустой дом стоял. Я просто приехал, сказал, так, собирай свои манатки, и в процессе, когда я уже перевез себе, рассказываю, что было-то. И вот это все всплывает, то есть там еще много чего, я просто не хочу это полоскать. А они забрали у пенсионера карту и жили на его пенсию? В том числе, типа, ты нам вот за электричество должен, ты нам за то должен, в результате пенсии твоей нет, короче. Им заблокировали все карты, и они на его карту собирали донаты. Им карта нужна была для этого, в том числе. А потом уже зачем и пенсию отдавать? А зачем визы продлевать? Они им сказали, а визы не надо. По-английски вообще не говорит. Такой... Если честно, я, когда с ним познакомился, тоже пенсионер еще тот, то есть как он вообще до Филиппин-то долетел, у меня был один вопрос, то есть с таким подходом. Очень наивный человек. А где он сейчас? Он здесь живет сейчас, прекрасно себя чувствует. Карту вернули? Мы ему восстановили, новую карту сделали. Все нормально у парня. Он живет по своим средствам, не богато, потому что на пенсию не особо разгуляешь сейчас российскую. Но все у него хорошо, живой и здоровый. А чем закончилась история с Ингваром? Меня это выбесило просто-напросто. Я начал копать, накопал много вещей, написал заявление в полицию, мы встретились с следователем, начали расследование. Был такой блогер Сергей большой такой, и вот он разоблачал долго Ингвара. Да, потом куда-то пропал. Он, собственно, накопал там все эти вещи, я не знаю, как у него там паспорт, мне это не интересно, то есть вот про этим вещам, то есть я говорю, у вас имидж острова просто превращается в клоук. Буквально через неделю после того, как началось расследование, Ингвар собрал руки в тапки и утопил своей жене на Бахол. Там он до сих пор пребывает, насколько я знаю. Главное, что он перестал заниматься, по крайней мере, я этого не вижу, в том массовом количестве, в котором это было, вот этими вещами, которые занимался. Дальше меня не волнует. На этом история была закончена. Здесь масса еще вещей есть, но они везде есть. А то, что там люди приехали, два друга, построили бизнес, там построить отель, потом в результате одного деньги есть, а другого денег нет. Он занимал денег, потом нет. Вот эта вся вата, это в любой стране мира может произойти. Когда два дебила — это сила. При этом почему-то именно с острова Панглау вот эти новости летели просто потоком. И остров Панглау, чудесный остров, мне здесь безумно нравится. После Думагети, после вот этой вот пенсионерской атмосферы, где я чувствовал себя пенсионером, потому что там одни деды живут. Здесь жизнь, вот это движение, немножко мне напомнило это Таиланд, вот эта вот атмосфера. Но при этом остров, вот эта вот дурная слава. Дурная слава, выходящая с русскоговорящего комьюнити, и мне это немножко неприятно. На самом деле, откройте англоязычное комьюнити, вы увидите там то же самое. Форумы на английском языке почитайте, в телеграм-каналах. У нас в Думагете был большой скандал, там два американца там тоже подрались, и вся эта блогерская, дедовская блогерская вот эта блогосфера раздула конфликт, что Думагете там город Драмагете стали говорить. Я говорю, то, что остров маленький, все выпячивается. То есть мы все знаем, кто здесь долго живет, у кого что произошло. А этот вот там, а этот тут вот. То есть мы все знаем. Пока это, скажем так, массово никого не касается, и это личное дело личных. Но при этом ты говоришь, что в каких-то ситуациях, которые тебя лично не касаются, ты все равно иногда принимаешь участие. В конкретном случае, то есть когда я уже, это пипец. Что это такое? Человек фактически живет в каком-то сарае реально, там курятник просто. Он даже не в доме жил. Это кошмар просто был уже. Пришлось человека спасать, просто вытаскивать. Скажи, пожалуйста, многие, кто пытался заниматься своим делом на Филиппинах, сталкивались с проблемой со стафом, что филиппинский стаф, он частенько косячит. Смотрите, нужно понимать, что общий уровень образования на Филиппинах невысок. Нужно понимать, что это основной стиль жизни. Здесь скорости принятия решений и скорости мышления достаточно гораздо ниже, чем в той же России. И если вы поправку на ветер делаете, то путем перебора, у меня стаф прекрасный. Работящий, инициативный. То есть я не радуюсь. Все, кто гости, они просто в восторге от моего стафа. А текучка большая? Сейчас уже нет. Но в свое время, в 2017 году мы перебрали очень много. Когда мы купили дайв-центр, мы купили действующий дайв-центр, мы перебрали достаточное количество народа, но у нас осталось из старого стафа, у нас остался Джейсон, дайв-мастер, и Джоджо, и Йен. Это они с 2017 года работают? Они в этом дайв-центре работали раньше. Они остались. Остальные все поменено. Новые люди, новые капитаны, новые ботманы. То есть путем перебора этот недостаточно пунктуален. То есть ты просто путем перебора ищешь человека, который хочет работать, и который держится за свою работу, человек, который ответственный, который профессионал в своей области.
Как в любой стране мира. Ребята, в России все то же самое. Тут еще сложность в том, что они говорят на английском, ты говоришь тоже вроде как на английском, но английский разный. Вот. А некоторые из моего стаффа говорят плохо на английском. Мой капитан, который водит лодку за 2,5 миллиона песо, он не читает по-английски. И, например, когда ему, чувак, мы купили двигатель там за почти 1 миллион песо, большой Suzuki 4-тактный двигатель, повесили на лодку. Я говорю, вот мануал, пожалуйста, прочти его. Он на английском есть, на русском там раздел, на итальянском, на арабском, на филиппинском нету. Я говорю, по-английски прочти, пожалуйста. Мне мой секретарь Джона говорит, что Николай, он не умеет читать. Ну, здрасте, ну давай тогда читать вместе. Вот я ему объяснял, как этой машинкой пользоваться, что сделать. Масло надо менять так, что вот такие-то сигналы есть, такая сигнализация у двигателя. Ну, это большая сложная штука. Ничего, научился. Ну вот. Моряки, они от Бога, я бы сказал так. То есть водят они лодки очень круто. Я немножко понимаю это. Это генетически у них. Это не генетически. Генетического нету. Есть опыт в жизни. Они живут на море всю жизнь. Они вот с детства плюхаются в этом море. Они с детства папа у них водит эти лодки. Они знают, как ходить в волну. Это прямо очень круто, на самом деле. Поэтому я бы рекомендовал тем, кто имеет проблемы со стаффом, перебирайте, ищите, не жопьтесь на зарплату. Потому что будете жопиться на зарплату, нормальные люди к вам не пойдут, как и везде. Это, основа любого бизнеса. Вот. И да, бывают трудности, бывает, разница в менталитете, бывает непонимание. И нужно делать сноски на это, нужно понимать, спрашивать, больше спрашивать, со стаффом разговаривать. А почему, вот смотри, почему ты сделал так, а не так? И нужно получить объяснение, а не тупо наезжать на человека, потому что реально они в большинстве случаев просто не понимают, что они делают. Вот, например, когда мы пришли в дайв-центр, у меня весь стафф походил вот так вот стоят туристы, да, в дайв-центре, дайверы, не дайверы. Они, видите, они наклоняют корпус и идут вот так вот. Я говорю, так, вот я этого видеть в своем дайв-центре не хочу. Вообще. И почему? Это же уважение. Я говорю, это не уважение, это чересчур. Вы должны быть вежливы, вы должны быть корректны, вы должны быть тактичны. Вот этого поклона, чтобы я больше не видел. Потому что это уже, это too much, называется. Вы гордые профессионалы. Вы реально парни, нормальные. А вот это куда-нибудь в Таиланд к проституткам уже. То есть это перебор. И они поняли, и это исчезло. Вот. А во многих дайв-центрах, в многих местах, если вы внимательно смотрел, то многие филиппинцы, когда вот идет диалог там между туристами, хозяином, они прям там бочком-бочком, с поклоном там куда-то проскакивают. Меня это просто выбесило. К примеру говорю, да? То есть они искренне не понимают, почему. И таких нюансов много. Их дурные привычки закреплены в их культуре. Например, то, что они всегда опаздывают, у них даже специальный термин об этом есть. Филиппино тайм, маньяна хэббит, то есть у них даже свои какие-то шутки есть на фоне их дурных привычек. То есть, которые, казалось бы, ты старайся закреплять хорошие привычки в культуре, а не плохие. Да, во-вторых, таких привычек среди нашего стаффа нет. Мои дайв-мастера приходят первые в дайв-центр. Если у нас выход в море в 8:30 примерно, то в 6:30 здесь уже есть работники. Потому что нужно собрать снаряжение, нужно его загрузить в машину, отвезти его на лодку загрузить. То есть подготовить все к дайву. Встретить людей, то есть купить фрукты на лодку, чтобы там были, чтобы там вода питьевая была, кофе, чай приготовить на лодку, может быть, кипяток приготовить, если на долгий срок идем, и нужно заварить, поесть лапши, например. Это все делается заранее. Люди, гости, когда приходят в дайв-центр, они что видят? Вот, ребята что-то тут ходят, а тут все собрались, поговорили, там гидрики до пояса натянули, прыгнули, 300 метров проехали на море, в лодку и уехали нырять. Там уже все готово, все стоит. Всю эту подготовительную работу делает стафф. И если у меня там один дайв-мастер не выйдет, например, то есть он приедет на 40 минут позже, то там ботман, 2 капитана, 2 ботмана, да, и дайв-мастер будет все это таскать без него. И когда он придет через 40 минут, такой весь красивенький, нарядный, ребята, что-то я проспал, меня Филиппино ставил. Эти трое же, свои же. Ему популярно, объяснят сами. В какое место ему засунуть свой проспал, и какого черта мы должны работу, которую ты тоже должен делать одни. Есть и саморегулирующиеся вещи, и очень важен коллектив, отношения внутри коллектива. То есть у нас очень такие достаточно семейные, я их выстраивал, эти отношения. То есть очень они сильно выстроились в ковид, когда был ковид. Мы очень сильно дайв-центрам помогали им всеми. Вот. И они смотрят на тебя, ты смотришь на них.
И когда эти вопросы решаются таким образом, то есть они уже не позволяют себе делать те вещи, которые раньше позволяли, к примеру. Вот. И потом, есть люди, которые хронически ленивые. Есть такие, значит, с борта за борт. До свидания. Пока до берега доплывешь, уже ленивым быть перестанешь. Нет, мы не в море, просто до свидания. Больше мы в ваших услугах не нуждаемся. Например, там орать на став вообще нельзя. Это вообще весь Юго-Восточная Азия. Вообще говорят, что на филиппинцев, на азиатов орать вообще нельзя, они в ступор впадают. Все впадают в ступор, причем они не понимают, что происходит. Реально не понимают. Есть нюансы, но они где-то чуть гипертрофированы, чем в России, но в принципе, по большому счету, управление коллективом, оно не особо-то меняется. Скорость управления меняется, потому что скорость решений другая, она более низкая. Все остальное в той или иной степени одно и то же. Нет никакого особого суперского менталитета. Есть скорость жизни, да, она другая здесь. Если ты не видишь, что ты к ним относишься к человеку, ты их уважаешь, реально уважаешь, то все нормально будет. Если некоторые считают, что это уважение, это как бы можно и болт забить, тут ты должен четко дать понять, что это не так. Если человек не понимает, у нас открытый выход. Рабство отменили. How is your boss? Is he strict or no? Good, very good. Good boss? Yeah, very good boss. Is he strict? No, No strict? no, still. Kind? You're very kind. Были ли какие-нибудь конфликтные ситуации, когда ты уличал став, может быть, в каком-то подворовывании? Воровства не было, были истории... истории «я устал, я ухожу». Было такое. Таковых конфликтов не было. Была история «я устал, ухожу». У нас принято так, что весь став таскает снаряжение. Капитан большой лодки, он был достаточно пожилой уже мужик, он говорит, я не могу. Я устал. Пришел, так и сказал, и уволился. Вот у меня сейчас капитан большой лодки тоже сейчас работает. Он периодически, его жена там подкрутит. Он что-то там, я, наверное, пойду, там больше дают на 2000 песо, Джона звонит жене, говорит, ты что, говорит, дура, ты его вообще не увидишь в дайв-центре. Там, где на 2000 больше, там он будет работать с 6 утра до 6 вечера каждый день. А здесь как бы попроще. Ты что хочешь-то? Она такая, поняла. Она его подкрутила в другую сторону, и так это где-то раз через 8 месяцев у него происходят эти тесты. Я устал. И мы уже все привыкли к этому, и все такие, я говорю, что там, Джейсон, что там с ним? Что жена там скажет? Они такие, ой, да Колян, забей, все, сейчас, подожди, Джона там мозги вправит, на место поставит. Секретарь, есть такое понятие, как секретарь в бизнесе. Это типа у нас секретарь, который чай, кофе заваривает и какие-то там бумажные работы делает. Здесь секретарь — это правая рука управляющего. Менеджер. Это реально менеджер, который работает со стафом в том числе, потому что она говорит нависая. Я не говорю нависая. Она объясняет какие-то нюансы, если ты не понимаешь. Занимается paperwork, называется, бумажная работа, лицензии, там работа с администрацией, разрешения, билеты. То есть очень много чего это человек делает. Николай, если абстрагироваться от бизнеса, ты живешь уже здесь 7 лет со своей семьей, которую ты привез из России. Можешь назвать 3 основных плюса Филиппин как страны, почему сюда едут люди, и 3 основных минуса, почему сюда приезжать не стоит? Как экспат или как турист? Как экспат. 3 основных плюса. Климат. Я живу в Челябинске. Экология, безопасность. Это 3 основных плюса, я считаю, которые я здесь получил. То есть шикарно. Ты едешь на байке утром, у тебя там свежескошенная трава, здесь цветами пахнет. И это просто шикарно. Ты едешь в Челябинске утром, в закрытой машине, у тебя воняет, то глаза слезятся, то еще что-нибудь. Челябинск — та еще экология. Безопасность, ребята, здесь там кошелек ты забудешь в ресторане, помнишь, через полчаса ты вернешься, тебе его за барной стойкой отдадут. Телефон. Сколько таких историй было. Один у меня друг забыл барсетку в Тагбиларане, в А7, это торгового мола, он поставил какую-то на машину и поехал, забыл об этом. Через 2 дня его вернули, там было 50 тысяч песо, которые лежали, все документы, и он там $100 подарил тому филиппинцу, который принес. Где вы еще такое найдете? Опять же, очень важно понимать, что Филиппины — это большая страна, она очень разная. Висайский регион, он сильно отличается даже от Себу, не говоря уже от Манилы. Здесь даже они реально разные национальности живут. Национальность здесь, по сути, наверное, одна, именно выходцы с разных племен. Да, можно сказать. Раньше это была племенная страна. Да, это племенная. Именно поэтому английский язык государства, именно поэтому 100 диалектов. Потому что те, кто говорят на Сибуана, и те, кто говорят на Висайском, не говоря уже тот, кто говорит на Филиппино, Филиппино — это доголок, они друг друга не понимают.
Более того, смотри, я живу на Негросе, это 600 километров по кругу остров, и там 3 языка. Ты 200 километров проезжаешь, Висайский меняется на Хинабаан, еще 100 километров проезжаешь, Хинабаан меняется на Илонга. На одном острове 3 языка. Ну вот, то, что мне здесь не нравится. Ну, если ты хочешь купить что-то привычное на наш вкус, типа нормальной колбасы, типа семги, например, типа там стейк, например, то ты заплатишь, достаточно дорого за это, и, это нужно доставать. Здесь очень часто бывает такая вещь, как, например, вот укроп. Вот я прилетел в 2017 году, в каждом супермаркете, как петрушка, укроп, кинза продавалась. Потом укроп исчез просто и до сих пор не появился. Но я знаю, где его купить на Панглау. Вот, это нужно знать и ехать там. Вот ты хочешь купить там сыр, вот, мягкий, вкусный. Нужно ехать в какое-то место, специальный магазин, который деликатесами торгует. Потом из минусов, достаточно невысокий уровень образования. Ну, тебя ж это не касается. Ну, как меня не касается? У меня дети учатся. Wachau Wisdom School очень хорошая школа, но уровень точной науки, которые преподают, она гораздо ниже, чем там, где у меня учился старший сын. Но надо сказать, что он тоже учился не в рядовой школе. Это физмат, и поэтому я, возможно, не объективен в этом. А вот сейчас ему 16 лет, и нужно понимать, куда он дальше пойдет. Что еще не нравится? Да что-то пока в голову ничего не приходит. Вот. Может быть, хотелось бы чуть-чуть ритм жизни побыстрее. С другой стороны, я уже, по-моему, настолько офилиппинился, что мне это нравится. То есть, как они говорят, куда ты торопишься? Ты живешь в раю, наслаждайся. Как ты думаешь, почему здесь время такое тягучее, а ритм жизни такой медленный? Это островной стиль жизни, island style. Он в Мексике, он в Белизе. Белиз — это вот это самое, если вы знаете страну маньяна, думаете, что Испания там, или там Мексика, это Белиз — страна маньяна. Кто там был, тот подтвердит, я думаю, из твоих комментариев там скажут, что вот там это маньяна. Здесь все еще в режиме лайта. Просто, а куда тебе торопиться? Ну смотри, в соседних странах, Таиланд, Индонезия, там люди как-то более организованные и более заведенные на работу. Ты там был как турист. Да. Попробуй поговорить с экспатами. Если ты там будешь, плюс-минус то же самое. Опять же, вот у меня если бизнес идет, да, у меня став носится как угорелый. Я имею в виду в жизни. Какой-то праздник устроить, там в магазин съездить, это целое событие у них там. Ну, вот отсюда, например, с Панглау съездить в Тагбиларан, в супермаркет, они говорят, я поехал в Тагбиларан. Это там 14 километров. Это как, не знаю, Челябинск в Екатеринбург для них съездить. Это как бы целое путешествие. Вот. Ну, вот так. Ходят слухи о Филиппинах, что приехать сюда и открыть бизнес практически невозможно, и удается только там 10-15% из тех, кто пробовал. Я за 7 лет видел огромное количество экспатов, которые сюда приезжают. Стартовали и сгорали. Стартовали, сгорали, разорялись, не пошло, скандалы, уезжали. В основном это связано с чем? Если вы не были успешны в своей стране, вам мешал там налоги, Путин, я не знаю, кто угодно. На самом деле вам мешали свои тараканы. Вы приезжаете сюда, вы думаете, вы уехали от этих проблем? Нет, проблемы вы привезли с собой, потому что все проблемы в голове. Здесь еще сложнее построить бизнес, потому что эта среда вам не знакома. А здесь свои законы, они другие. Да, здесь свои финансовые отношения здесь другие. Здесь язык другой. Вы живете, вы выросли в одном городе, вы знаете там знакомые, у вас есть какой-то там, куда обратиться, чего и как. А как здесь эти вопросы решать? Вы не знаете ничего. И это, конечно, гораздо сложнее. Но это все делается. Главное просто делать. И здесь дня в день, по чуть-чуть вы занимаетесь, делаете, и все получится. Просто нужно это делать. Грамотно, понятно и ясно. Все. Скажи, пожалуйста, сейчас много кто хочет переехать на Филиппины. Какой бы ты совет дал людям? Но самый важный совет, ребята, не переезжайте сразу на Филиппины. Приедьте, пожалуйста, на Филиппины, потому что вообще Азия не каждому подходит, а Филиппины как страна тоже может вам не зайти. Поживите полгодика, поживите в разных местах, потому что, как я уже говорил, Филиппины абсолютно разная страна в разных регионах. Вот. И если вам зайдет, тогда добро пожаловать. Филиппины имеют самый шикарный визовый режим, самый свободный, который можно придумать в Юго-Восточной Азии. Вы 3 года можете жить по туристической визе. Вы можете начать свой бизнес по туристической визе, никто вам особо, здесь есть схема, как это сделать, и никто до вас бегать и докапываться не будет. В этом плане Филиппины очень классная страна. И плюс входной билет сюда, как дайверу, как дайв-центру. Почему Филиппины? Потому что можно открыть дайв-центр во Флориде, можно. Можно в Майами открыть дайв-центр. Только
цена входного билета будет $1 миллион. У меня его не было. А здесь, да, здесь потянулось. Здесь огромное количество ниш, которые можно занять и развивать. Просто нужно их увидеть. Посмотреть, увидеть. Смотреть на мир открытыми глазами, снять коробку с головы. Вот. И работать, пахать, как папа Карло. Каждый день. Нет, я переехал на остров, на тропики, и вот теперь я большой белый дядечка, я лежу, а эти все пашут. Не будут они пахать. Если ты пашешь, и они будут пахать. Только так. Только личным примером, и потом настраивать схему так, чтобы ты мог приехать в отпуск, мог и работать, а оно бы с тебя уже работало. Но это должны пройти года. Ты должен выстроить свою став, ты должен выстроить работу внутреннюю своего предприятия. Да как в любом бизнесе, неважно где, в России или... Просто многие считают, что если не переехали сюда, я открыл свой ресторан. И все. И зато в борщ я буду класть картошку фри. На вопрос, почему ты туда картошку фри кладешь? Ну, так же быстрее. Когда я вылавливаю картошку фри из борща, все, для меня это блюдо закончено. И тем не менее, а что напрягаться? И почему-то потом перестают люди ходить. Странно. Не знаю даже почему. Наверное, просто невкусно. И таких историй масса. Сколько здесь людей пельмени лепило. И сначала-то пельмени вкусные, а потом надо выхлоп больше, работы много, надо, значит, мы экономим на ингредиентах, получаем дерьмовое качество, и когда ты об этом говоришь, человек, слушай, ну они же невкусные. Понимаешь, старина, там вот это вот. Да мне не... Хочу вкусные пельмени с вкусной сметаной. Я был, кстати, здесь в русском кафе, кушал пельмени. Вполне нормальные пельмени. Вполне нормальные пельмени. А до этого там были ребята, которые на дому лепили пельмени и развозом их продавали. Прекрасные пельмени были. Потом испортили. Когда ты им говоришь, ребят, ну они же невкусные стали. Ну что случилось? Ты понимаешь, там вот это. Да, ну окей, я все понимаю, просто я больше не покупаю. Нужно работать. Все. Моя жена знает, как я иногда прихожу домой, просто падаю на кровать и все. Спасибо, Николай, большое за беседу. Я рад, что мы встретились, что мы поговорили. Это была беседа чисто экспромтом, неподготовленное интервью, и мы познакомились только вот сейчас. Спасибо, что посмотрели это видео. Пожалуйста, поддержите его своим лайком, комментарием и подпиской на канал. Всем спасибо и всем мира!